I feel like I'm losing my mind. Добро пожаловать на этот канал. Если вам нравится история и смысл каждого мгновения Тэхёна и Чингука, не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Ваша поддержка очень важна. В современном мире прозрачности, где все измеряется видимостью и частотой публичных публикаций, мы часто забываем, что не все нужно доказывать. То же самое касается Тэхёна и Чингука, двух людей, выросших в центре внимания, но все же предпочитающих скрывать часть своей жизни. Тем, кому все еще нужны доказательства или какое-то подтверждение того, что Тэхён и Чингук все еще вместе, только потому, что их не видно вместе на фотографиях, в прямых трансляциях или в социальных сетях, позвольте мне спросить вас честно, откуда берется эта неопределенность? Почему отсутствие публичности считается признаком того, что отношения угасли? Возможно, ответ кроется в том, как мы привыкли измерять привязанность по видимости, как будто отсутствие чего-то в социальных сетях означает, что этого не существует. Но Тэхён и Чингук никогда не были такими. Они никогда не чувствовали необходимости что-то доказывать, потому что их связь всегда чувствовалась искренней, выраженной в маленьких жестах, безмолвных взглядах, молчании, которое говорило громче любых постов. Они всегда предпочитали оберегать свою личную жизнь, оберегая то, что у них было, от любопытных глаз, которые пытались истолковать все сомнением или чрезмерным любопытством. Они оба выросли в индустрии, которая постоянно их изучала, анализируя каждый шаг, каждое слово, каждое выражение. Но когда они решали поделиться частичкой своего мира, они делали это искренне, и этого должно было быть достаточно. Потому что каждый раз, когда Тэхён публиковал простую фотографию или Чингук упоминал что-то, казалось бы, незначительное, за этим всегда скрывался глубокий смысл. Будьте благодарны за то, что они все еще решают поделиться, что они все еще присутствуют в вашей жизни по-своему, что они не ушли окончательно и не разорвали отношения. Они делают это, потому что знают, что есть люди, которые смотрят на них с любовью, которые уважают их и которые понимают, что близость не всегда должна быть публичной. А пока вы фанаты, которые их любят, которые были с ними с самого начала, сделайте что-нибудь для себя, сосредоточьтесь на своей жизни. На своей семье, на своей дружбе, на любви, которая вас окружает. Развивайтесь, живите, мечтайте. Не позволяйте своему восхищению Тэхёном превратиться в зависимость или тревогу, но позвольте ему вдохновлять вас. Потому что, в конечном счете, если их отношения что-то и воплощают, то это баланс любви и свободы. Я уверена, что Тэхён и Чингук хотят видеть своих фанатов счастливыми, цельными и доверяющими, а не ждать постоянного подтверждения тому, что они демонстрировали 1000 раз, пусть даже молча. Они не станут любить вас меньше, если вы перестанете искать знаки каждый день. На самом деле, любить их со спокойствием, уважением и доверием – это более чистая форма поддержки. Но забавно, как некоторые люди насмехаются только потому, что Тэхёна и Чингука больше не видят вместе, как раньше, как будто отсутствие фотографий или видео – это доказательство того, что что-то закончилось. Забавно, как людям нужно увидеть, чтобы поверить, хотя на самом деле их определяет то, как они ценят то, что действительно ценно. Не всем, что они делают, нужно делиться публично. Есть моменты, которые они предпочитают держать при себе, подальше от камеры, и это не значит, что они перестали делиться. Интересно, что, если присмотреться, всегда можно найти маленькие подсказки, которые говорят больше, чем кажется на первый взгляд. На последней фотографии Тэхёна, опубликованной Sugar Squad, были все участники группы, но ракурс, композиция и стиль съемки намекали на кого-то другого за кадром. И хотя не было раскрыто, кто это был, многие подумали, что это может быть Чингук, поскольку это не первый раз, когда он появляется косвенно, не пытаясь перетянуть на себя внимание, а просто составляя компанию на расстоянии, как он часто делает. Кроме того, Чхве-Ушик недавно сказал на YouTube фразу, которая привлекла наше внимание: когда один из участников группы искренне любит кого-то и приглашает его в гости, они все равно встретятся снова, даже несмотря на плотный график. Эта, казалось бы, обычная фраза приобретает иной смысл, когда мы вспоминаем, как Тэхён познакомил Чингука со своими самыми близкими друзьями. Это не было спонтанным поступком, мы видели это постепенно, во время поездок, вылазок и моментов, подтверждаемых их собственными словами или маленькими жестами, подробностями, которые становились достоянием общественности без необходимости официального объявления.
За последние 2 года Тэхён показал, что, когда кто-то важен для него, он всегда найдет способ сделать его частью своего мира, даже тихо и скрытно. И с этой точки зрения недавняя фотография Сугой может быть еще одним доказательством того, что, несмотря на слухи или кажущуюся дистанцию, близость между Тэхёном и Чингуком остается непоколебимой. Сейчас они могут не афишировать это, но им это и не нужно. Существует связь, которую можно почувствовать даже на расстоянии, связь, которой не нужны слова или фотографии. Поэтому, хотя некоторые люди все еще судят об их отношениях по их активности в социальных сетях, правда в том, что то, что у них есть, выходит далеко за эти рамки. Дело не в доказательствах, а в поддержании связи, которая не подвластна времени, расписаниям и общественным ожиданиям. Они, вероятно, продолжат проводить время вместе, наслаждаясь обществом друг друга в уединенном пространстве, где они могут быть собой, вдали от шума и предрассудков, и ничто не может этого изменить. Или, возможно, именно это они на самом деле хотят показать, что настоящие отношения не обязательно должны быть постоянно на виду, чтобы быть настоящими. Эту привязанность следует измерять не тем, как часто они появляются вместе перед камерой, а тем, насколько близки они остаются друг с другом за кадром, в моменты, которые знают и хотят помнить только они. Тэхён и Чингук выросли под постоянным вниманием, в мире, где каждый жест интерпретируется, каждый взгляд воспринимается как доказательство, а каждое молчание – как знак. Но среди всего этого шума они решили сохранить нечто гораздо более ценное – спокойствие и искренность своих отношений. Это не признак дистанции, а признак зрелости, их способ защитить что-то важное от мира, который зачастую слишком шумный. Они раз за разом доказывали, что настоящие отношения не требуют ежедневных доказательств. Некоторые вещи можно только почувствовать, но не показать, о некоторых связях не нужно говорить, чтобы они были настоящими. Возможно, именно поэтому, хотя в последнее время их реже видят вместе, эта аура единения остается ощутимой, в коротких словах, в совпадениях, в, казалось бы, случайных вещах, которые кажутся гармоничными. И, возможно, нам пора научиться тому же любить, не требуя, доверять, не видя, и ценить, не нуждаясь в каждом ответе. Потому что любовь, в любой форме, заключается не в том, как часто мы ее доказываем миру, а в том, как мы храним ее в молчании. Так что позвольте им прожить свою историю мирно, без давления, без требований доказательств. Мы можем быть уважительными свидетелями, любить на расстоянии, веря, что некоторым отношениям не нужна публичность, чтобы выжить. И, возможно, в этом и заключается истинная красота Тикук, им не нужно быть на виду, чтобы почувствовать их. За светом софитов и шумом мира они выбрали тишину. Отношения, о которых не нужно рассказывать, потому что их тепло ощущается уже сейчас. Спасибо за просмотр, увидимся в следующей истории. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить. Of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid.